Всем привет! Классически будем топить Oppo Find X7 Ultra. Они же обещают, что он не утонет. Будем надеяться, что это не Samsung. Ну что же, как говорится, понеслась. Не забываем подписаться. Напоминаю, что таким образом я флип все-таки утопил. И пытаемся снимать на Oppo Find X7 Ultra под водой. Так делать, разумеется, нельзя. Они не рассчитаны на то, чтобы вы где-то что-то как-то так снимали. Но вдруг он у вас упадет куда-нибудь, и вам понадобится его сушить, чтобы вы не беспокоились, так как он сертифицирован, по идее. Мы сейчас проверяем, насколько хорошо он сможет пережить это утопление, легкое, надеюсь. Вот так примерно он сможет потом функционировать. Умрет или нет, завтра расскажу, послезавтра в обзоре на лайв-канале одним кадром. В целом неплохо снимает. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Oppo Find X7 Ultra. Пока X7 Pro не продается, X7 у меня на руках, но это дело мы уже с вами на лайв-канале прогоняли конкретным образом. Что мы узнали? Кратко, здесь просто нереально крутая плотность пикселей, далеко за 500 ppi, яркость 1800 люксов он выдает в максималке, в пике легко, и притом для максимальной яркости в стоке у него 1300 люксов, но если ты играешь, эта яркость опускается до 900 люксов. Это нереально круто, это нереально комфортно. Здесь у нас Gorilla Glass Victus 2. Защищенное стекло. Я его не бил, но и вам не советую. Топил я его в начале. Разумеется, здесь IP68. Помимо этого, два перископных модуля. То есть у нас два телевика на X3, X6. Помимо основного модуля. Фронталка может снимать в 4К 60 FPS. Разумеется, Snapdragon 8 Gen 3. Но настолько ли крутой этот смартфон? Стоит ли его рассматривать в покупке? Разумеется, я вам расскажу. Сравню его по фото и видео. В первую очередь по видео с iPhone 15 Pro Max. А по фото я очень советую вам всегда никого вообще не слушать и скачивать всегда исходники. Потому что если вы и правда увлекаетесь фотографией, то, что вы увидите на YouTube, это примерно то же самое, как звук вы для себя будете оценивать через YouTube. Это ваш источник. Если говорить про минусы сходу, чтобы какая-то у вас была в голове картина общая. Да, с одной стороны у нас здесь все бенды, с одной стороны он себя великолепно повел практически во всех тестах, но, к сожалению, я выявил его определенные недостатки. Некоторые недостатки, которые вы и так без меня знаете, что это Android Auto, разумеется, еще нет глобалки, разумеется, вдруг, если BBK проснется со своими Realme и OnePlus, которые китайские версии они блокируют, вот у меня, допустим, OnePlus Ace 3, OnePlus 12R, только он у меня заблокированный, и продавец компенсирует мне час стоимости, я его уже разблокирую у себя, но это неприятная история. Проснется ли Oppo со своими китайскими смартами в какой-то момент? Никто не даст вам стопроцентную гарантию. По поводу его гарантии по всему миру, это тоже вопрос. То есть сегодня говорят, что она есть, и опять же допускают возможно. Я у себя гарантии здесь не нашел на Oppo для всего мира. Напоминаю, что это китайская версия, глобалки пока нет. И почти 1,5 сантиметра в толщину, кто носит смартфон и понимает, о чем я говорю, это довольно прилично. В общем, в целом, здесь есть что обсудить. Смотрим. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой коробке из плотного картона в темных тонах. На ней есть название и основные характеристики данной модели, как и у X6 Pro, как помните. Упаковка хорошая, все необходимое есть в комплекте. И помимо, разумеется, самого смартфона, мы имеем защитную пленку, которая уже наклеена на экране, зарядное устройство с китайской вилкой на 100 Вт. Мы вспоминаем, да, когда они за 200 Вт клали. Кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Чехол, который хуже, чем стоковый чехол у Oppo Find X6 Pro. Опять же, по моему мнению. Скрепка для извлечения слота и краткое руководство пользователя. Вес смартфона составляет 223 грамма. С чехлом, как вы понимаете, это четверть кило. А габариты 164 на 76 на 9,5 мм. Хочу отметить, что смартфон очень крупный. Он в толщину с блоком камер почти 1,5 сантиметра. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео
ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Огромное спасибо заранее за просмотр. Не забываем смотреть прожарки на эти смарты, чтобы не оставалось вопросов. Полетели. В продаже из доступных цветов есть синий, черный и коричневый. Притом я заказывал синий, но у продавца его не оказалось, и поэтому он мне отправил коричневый. А вот уже Oppo Find X7, который я купил, уже у меня на руках, синий должен быть. Но коробку я еще не вскрывал. Будет сюрприз. Дизайн от прошлых моделей не сильно отличается, и в данном случае, если сравнивать с Oppo Find X6 Pro, то блок камер остался таким же круглым и добавили кнопку переключения. И все так же хочется покрутить за резьбу для того, чтобы настроить фокус, но никаких элементов, которые можно двигать, на камере нет. В руке смартфон держать относительно комфортно, как и Oppo Find X6 Pro, хоть и смартфон стал более габаритным, но вот пользоваться одной рукой уже затруднительно. И в чехле он становится очень скользким, именно в стоковом чехле, поэтому если вы планируете его в чехле носить, лучше вам его заказать. Я не знаю, в чем причина, но это факт. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, притом у кнопки питания есть минимальный люфт, а у качельки регулировки громкости его вообще практически нет. Разъем для зарядки USB Type-C версии 3.2, и это удобно, будете быстро скидывать файлы. Микрофоны, дополнительная кнопка в виде ползунка переключателя, как у OnePlus, только здесь у него есть еще функция VIP, где вы отрубаете полностью камеру, микрофон и геолокацию. Хотя мне кажется, это тоже можно как-то обойти программно, кому надо будет. Также есть динамики, один основной, один разговорный, звучание здесь стерео, качество звука хорошее, небольшой перекос есть вниз, но прям минимальный. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но ощущение такое, что он мощный, классный, но учитывая, что сам смартфон огромный и тяжелый, он чуть-чуть не справляется, еще бы мощнее и был бы самый топ. Bluetooth кодеков достаточно, на экране вы видите список поддерживаемых кодеков. Bluetooth чип, разумеется, установлен в версии 5.4 и K-порт в наличии, но вот мини-джека нет, что опять же неудивительно. Ко всему, Oppo Find X7 Ultra имеет защиту от воды и пыли класса IP68. В начале ролика вы видели, как я его топил, по итогу с ним пока все в порядке. Но если что-то случится, вы узнаете от меня в обзоре одним кадром, который я делаю на лайв-канале. Когда я 10 минут хожу со смартфоном и рассказываю на его основную камеру, что о нем запомнил и какие у меня эмоции. Там узнаете, жив он или нет. Завтра-послезавтра. Смартфон оснащен изогнутым AMOLED LTPO дисплеем на 6,82 дюйма, уже почти планшет, с разрешением 3168 на 1440 пикселей Quad HD+. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus второго поколения, рамки не громадные, но больше, чем у Samsung S24 Ultra. Соотношение экрана к корпусу 93,5%, цветовая гамма 100% DCI-P3. 30 бит, экран поддерживает 10,7 миллиарда цветов и технологию Dolby Vision. Плотность пикселей с запасом 510 ppi, частота обновления экрана от 1 до 120 Гц. В настройках экрана имеется защита глаз, различные технологии для улучшения качества картинки и вспомогательные функции. Все, в общем, как у всех. На ColorOS. Напоминаю, что у них очень много смартфонов, и OnePlus тоже. Пиковая яркость экрана заявлена целых 4500 нит. По моим тестам экран выдает максимум яркость 1800 люксов. Иногда 1400 люксов. Яркости достаточно, по моему мнению, при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью. Текст на экране прочитать возможно, да и особых проблем с использованием смартфона нет. С одной стороны. С другой стороны, когда я делал подсъемы, я снимал на него суммарно, наверное, отрезки по 1,5-2 минуты, минут 10, у него отрубился тач на солнце. Притом температура была не 40 градусов, а градусов 25, я в ветровке ходил. Еще и с ветром. С одной стороны, когда я его тестировал в течение часа, я его гонял в съемке 4К 60 FPS, он у меня съел 24% заряда, вообще не перегрелся, но это было в помещении, и кондиционер работал на 18 градусов. Опять же, он был без чехла. На улице без чехла получается, что в течение 15 минут вполне возможно вы поймаете глюк, и сенсор у вас перестанет, как у меня, работать. С другой стороны, когда мы гоняли его в прожарке, он прошел все великолепно, и никаких проблем у него не было. Плюс автояркость работает, я бы сказал, с каким-то особым понижением. Когда ты выходишь на солнце, если брать этот довольно бюджетный Poco M6 Pro, он выкручивает яркость на максимум, и тебе ее прям хватает. В Oppo Find X7 Ultra при запасе яркости намного большем, почему-то он определяет, что яркость ему надо вам установить поменьше. Наверное, чтобы не перегреваться. Ну, в общем, вы в курсе, те, кто использует на солнце, в пустыне, еще где-то, вполне возможно, у вас будут определенного рода проблемы. Всем остальным все будет отлично. Тач на 240 Гц максимум, по умолчанию 125 Гц. С другой стороны, тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, и по мне он довольно неплохой. К тачу у меня претензий не было, кроме, опять же, вот съемки, про которую я вам рассказывал. Когда я играл, тач не глючил.
счел. Процент шима удовлетворительный, глаза от экрана не устают. Разумеется, также есть полноценный Always On дисплей, мультитач есть, на 10 касаний откликается довольно шустро, и закругление у экрана водопада очень большое, и вы реально видите искажения. Многие скажут, что им это нравится, многие скажут, что это все мелочи жизни, и так и должно быть, но мне, допустим, это не импонирует. И вот эти искажения под разными углами, да и прямо когда ты смотришь, если что-то отражается, они лично меня нервируют. Я за плоские экраны. Но это все, как говорится, вкусовщина. Притом отдельно отмечу, что эти грани не мешали мне играть. Вообще никак. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев и распознавания лица, плюс стандартными способами разблокировки. Отпечаток пальца находится в довольно дорогом, по мнению OnePlus, месте. Высоко, удобно, но учитывая, что смартфон огромный, я думаю, что это актуально. Если бы он был внизу, было бы разблокировать его очень сложно, потому что развесовка была бы такая, что вам бы просто неудобно было бы держать смартфон в руках. Сканер отпечатков пальцев работает практически всегда без промахов, быстро, главное приноровиться, где он находится, потому что мы уже привыкли к тому, что это все внизу. Зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев, один и тот же отпечаток завести нельзя. Распознавание лица срабатывает даже под углом, внести биометрические данные можно только одного лица. Переходим к самому интересному. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,3 ГГц, графический процессор Adreno 750 с частотой 903 МГц, но это опять же стандартный обвес. Интерфейс ColorOS 14 на базе Android 14 версии, китайские приложения, софт и тому подобное со смартфона полностью удалить невозможно. Все равно какой-нибудь процент у вас останется, и как мне правильно пишут люди, продавцы, скорее всего, с форумов, что через ADB вы спокойно все сможете удалить, потом вы спокойно можете установить себе нормальный АОТ с нормальными оповещениями. В общем, если вам охота покопаться в смартфоне за 80-100 тысяч рублей, welcome, как говорится, потому что я рассказываю вам не о глобалке, глобалка неизвестно, когда будет и будет ли. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 или 512 гигабайт. Жаль, что нет версии с 1 терабайтом внутренней памяти. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, что не для всех является необходимостью. Для 4G бенды 3, 7 и 20 на борту, за что огромный плюс. Связь смартфон ловит отлично, к звучанию во время разговора вообще нет никаких претензий. Микрофон отрабатывает великолепно, как и датчик приближения. NFC смартфон, разумеется, поддерживает. GPS-тест показывает стандартный для Qualcomm 3 метра точности. Я хочу отметить, что работает он просто нереально молниеносно. GPS здесь прям вау. Есть расшифровка голоса, но не для русского языка. Есть запись разговора без уведомления собеседника о начале записи. Есть VO Wi-Fi и VO LTE. Притом VO Wi-Fi нужно химичить, чтобы активировать, но все у вас получится. У вас китайский смартфон, я уверен, что вам захочется заморочиться, тем более решение проблем этих уже есть. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке в тесте на автономность смартфон выдал 5 часов 5 минут и 5 часов 7 минут, что прям вообще ни в какие ворота, но вот в использовании расход заряда оптимизирован неплохо, так как за 40 минут игры в PUBG на максимальной яркости ушло всего 14% заряда, то есть мы имеем 21%, а нагрев был только 39 градусов. Да, там были просадки по FPS, но не критичные. В Genshin Impact смартфон нагрелся до 38 градусов за 23 минуты и разрядился на 9%, то есть, проще говоря, те же там 24-25% в час, и это тоже нереально круто. Разумеется, никаких там 60 FPS он держать не сможет, но это опять же не игровой смартфон, и вообще мало кто сможет без кулера и без обходной зарядки. Обходной зарядки здесь нет. Если говорить еще об автономности, повторяюсь, что его хватит на 4 часа записывания видеофайлов 4К 60 FPS. То есть он поедает в час 25%. Разумеется, экран тухнет в этот момент, если вы его включите, то он за 2,5 часа у вас точно погибнет. Но если с активацией вот этой внутренней функции отключения экрана при записи съемки, все будет хорошо. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, беспроводную до 50 Вт, а также реверсивную до 10 Вт. Заряжается смартфон от 0 до 10% за 45 минут, за 20 на 80 и за 27 на 100 от родного адаптера. Но так было несколько раз. А еще несколько раз было от 0 до 50 за 16-17 минут и на 100% от 0 до 100 за 41. В чем магия здесь электронов, я понятия не имею. Зарядка одна и та же, условия одни и те же, также с нуля, но вот так, чтобы вы были в курсе. Перейдем же к тестам. Тест я прогонял на 100 потоках при 60 минутах. В результате 332 гипса минимально, максимально 493 гипса, в среднем 367 гипсов. Сколько он выбивал в 3D-марке, вы видите. И особо хочу отметить, что стабильность его работы в 3D-марке здесь не отражает реальное положение дел. Смарт по-настоящему стабилен. Может быть, какие-то супер экстремальные вещи, если на него накидывать, то что-то с ним произойдет. Но опять же, вот супер экстремальная вещь была это выйти при плюс 25 градусов, попытаться снимать.
реально недолго. Я не знаю, почему у него отключился тач, но вот, скорее всего, это один из тех сценариев использования, когда он может вам сказать «до свидания». Вантуту он несколько раз его проходили мы на стриме, и на стриме он все 3 раза выдавал больше 2 миллионов. Сколько он выбивает в Geekbench, вы видите на экране. Все, в принципе, не то, что в пределах нормы, а все, я бы даже сказал, хорошо. Притом почему-то в Work Performance в PC-марке он выбирает всего 14 тысяч, это очень скромно. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 сенсоров. Настройка камер была осуществлена, разумеется, совместно с Hasselblad, что уже стандартное явление. Основной сенсор Sony LYT900 на 50 мегапикселей с лазерной автофокусировкой, оптической стабилизацией, апертура 1.8 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. С одной стороны, да, у нас супер новый сенсор, с другой стороны, где наши 8К и где наши 4К 120 FPS, которые мы видим, допустим, у Sony или в Nubia 60 Ultra, правда? Мы можем, конечно, хлопать этим цифрам. И то, что сенсор новый, и то, что в Xiaomi 14 Ultra он появится, и, скорее всего, Vivo X100 Pro Plus. Но, опять же, Vivo X100 Pro Plus это тот же BBK. То есть я не думаю, что там особо сильная разница будет с Oppo. Далее есть телефотосенсор с перископом Sony IMX858 на 50 мегапикселей с апертурой в 4.3. Автофокусировка оптической стабилизации. Притом автофокус работал у него неплохо. А вот почти шестикратный зум оптический, который 5.9 по факту, и 120-кратное цифровое увеличение, оно работает не супер волшебно. Этот зум очень быстро теряет фокусировку. Еще один телефотосенсор Sony IMX890 с перископом на 50 мегапикселей, автофокусировкой, оптической стабилизацией и 2,8-кратным или 3-кратным, как по заявлению производителя, оптическим зумом. Последний сенсор это ультраширик Sony LYT600, также на 50 мегапикселей с автофокусировкой, и фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с автофокусом, который может снимать в 4К 60 FPS. В стоковой камере есть много различных фильтров, функций, что неудивительно. Отмечу, что камеры показали себя отлично на практике, плюс за хорошую работу с балансом белого, но не ультраширика. Приятные и натуральные цветопередачи, детальностью, да и в целом короткие примеры в разных условиях вы сейчас увидите, и сравнение с iPhone 15 Pro Max тоже. Ну что, лифт 4К 60 FPS, Oppo Find X7 Ultra против iPhone 15 Pro Max. По съемке давайте ультраширики посмотрим. Ультраширики. Основу. Телевик X3, X5. Давайте X6, X5. Что-то у меня с автофокусом, с телевиком, с Oppo. Ну и 2 основных модуля 4К 60 FPS. Увидите ли вы разницу в съемке днем? Ну, если остановиться и плавно поводить, то я почему-то на Oppo вижу какие-то подфризивания, но не факт, что вы их видите. При том, что не факт, что мало того, что вы не видите на Oppo подфризивания, то еще вполне возможно, что вы увидите, что подфризивания на яблоке будут. Ультраширик. Также можно перейти на 4К 60 FPS, что довольно удобно. И если не спешить, давайте телевик X5 против телевика X6. Но я помогаю телевику X6 пальцем. То есть я так. Напоминаю, что есть еще X3. Это основа. И смотрим, что у нас там. Да. Смотрите-ка, затягивает больше между зданий. Видите? И облака. И облака тоже, как говорится. А здесь паритет или нет? Надо смотреть будет на экране уже хорошо. Ну, интересно. Ну и фронталка 4К 60 FPS. Здесь, конечно, кто кого уделывает, я думаю, вы прекрасно видите. 0.8, фронталка у яблока с шумами, конечно, но по мне, во всяком случае, на экранах смартфонов разделывает по полной Oppo, но не факт, что так оно и будет, когда мы уже будем смотреть ролики. Это не потому, что я крашу, а потому что алгоритмы, когда записывается информация этого видеофайла, могут сыграть злую шутку, и по факту позади меня сейчас на Oppo ничего не вижу, а вы увидите зелень. А на яблоке я вижу, допустим, сейчас зелень, а вы ее не увидите вообще. Ну и против солнца 4К 60 FPS. Вот так сможете снимать на эти 2 смартфона. Насколько эффективно или эффектно, решать вам.
но по мне снимают оба достойно. Напоминаю, что Oppo еще будет, разумеется, допиливаться, то есть они прям совсем свеженькие. И что будет в перспективе, мы увидим позже. 4К 60 FPS, при том, что Oppo Find X7 Ultra снимает в HDR, съемка с двух рук, и давайте по максимуму. Единственное, яблоко, разумеется, он не в HDR, может уходить на телевик и на ультраширик. Oppo Find X7 Ultra в режиме HDR может только на телевик X3 уходить. Если плавно идти, в чем плюс? Наверное, в том, что вы сейчас увидите максимальное количество сценариев использования. Вот сейчас съемка против солнца. Против солнца у меня выигрывает яблоко, я думаю, как и у вас. Хотя, возможно, это все из-за режима HDR. Без него я тоже пройдусь. И некуда спешить, как говорится. Если говорить о микрофонах, то как работают, так работают. Напоминаю, что я все это дело держу в двух руках, без штатива. Не знаю, у меня как-то не лежит рука к штативной и душа к штативной съемке, когда ты снимаешь с двух смартфонов. Когда три, ладно. Хотя, опять же, может быть и есть в этом смысл, напишите. Есть, ну, как много людей штатив. Если таскать штатив, то тогда можно уже какую-нибудь Sony ZV-10E покупать, и это будет абсолютно другая и видео, и фотосъемка, согласитесь. Что штатив дело не маленькое, а тогда уже какие-нибудь компактные фотоаппараты вместе со съемной оптикой, которую ты можешь с собой брать, они будут решать все лучше. Я, к слову, сегодня, наверное, сделаю даже обзор одним кадром на Sony ZV-10E, может завтра, может послезавтра, в 4К 30 FPS, потом в 4К 60 FPS. Напоминаю, что я купил их два, оба бэушные, оба с базовыми китовыми объективами, но один еще шел с фиксой на 35 мм, тоже от Sony, с апертурой 1, по-моему, и 8. Прям она с размытием, можете на стримах посмотреть, как она отрабатывает. И хочется посмотреть, как они будут в тех же условиях. Хотя, по моим ощущениям, мне правильно говорит Игорь, что в режиме автомат телефон выигрывает в полной программе у мыльницы, ну или у фотоаппарата, ладно, зеркального, без зеркалки. Это же без зеркалки у нас. Даже если full frame какой-нибудь X3 брать, он будет проигрывать 2 минуты 37 секунд. Почему? Потому что можем, правильно? Потому что лучше увидеть больше сценариев использования, чем меньше. Тем более, когда выбор фактически в одной ценовой категории. Напоминаю, что яблоко плюс-минус стоит так же, но у Oppo у нас есть телевик. У всех есть свои проблемы, у кого-то проблемы с банковскими приложениями, у кого-то есть Face ID. Очень редко, когда люди выбирают между этими устройствами, как между Android или на iOS остаться, а чаще всего даже вы, скорее всего, смотрите и всматриваетесь для того, чтобы подобрать себе лучшую камеру. Но, опять же, здесь у нас есть кинорежим в 4К 30 FPS у яблока. И на фронталку тоже, в котором, мне кажется, 99% ТикТока снимается и всяких других еще из социальных сетей, которые запрещены. И Oppo, конечно, не конкурент, но если мы говорим о фотосъемке, либо, опять же, видеосъемку, вот, допустим, телевик X3, X5 в HDR. Вот сейчас X5 и X5 у яблока и в HDR у Oppo. Вы видите, да, разницу? Я думаю, вы видите разницу. Лучше бы вы ее не видели. Но если X3, давайте, тогда это не оптический зум у яблока получается. Если X3, а у Oppo получается в X3 у нас телевик срабатывает первый. Ну и фронталка 4К 60 FPS, съемка с двух рук, яблоко против Oppo Find X7 Ultra. Насколько хорошо iPhone 15 Pro Max отрабатывает против солнца, против Oppo Find X7 Ultra, вы сейчас видите. Не скажу, что яблоко прям супер по стабилизации. Во всяком случае, сейчас я вижу ее не очень хорошей, но мы помним, что то, что вижу я, это не то, что увидите вы.
И если в тени, то вот так. Особо много бегать смысла нет, потому что, по мне, лидер здесь очевиден. Во всяком случае, по цветам. Цветам, кстати, они, не знаю, где ближе кто. Надо смотреть будет на экране. Но пока, кстати, опа ближе по цветам. Странно. 4К 60 FPS, еще немного сравнения. И вот сейчас вы видите разницу между яблоком и Oppo Find X7 Ultra. И тот, и другой просто классно справляются по мне. 550 тысяч сравнений. Это без HDR, 4К 60 FPS у Oppo Find X7 Ultra и яблоко. Вот это ультраширик X1, телевик X5 и X6. Кто лучше? Лучше однозначно Oppo. Телевик Oppo X3 и вот они обычно в основном могут и ультраширик. В принципе, этого достаточно для того, чтобы понять, как это снимать. Ну что же, лифт 4К 60 FPS, фронталки, и, к сожалению, Oppo Find X7 Ultra у меня уже поперегревался на солнышке, и у него сенсор начал залипать. Для этого понадобилось где-то 15 минут съемки, притом жара была не 40 градусов, там, не знаю, 25 где-то. То есть мне было прохладненько, там еще ветер прохладный был. Смарт был без чехла, и это странно. 4К 60 FPS, фронталка, в общем, еще Oppo Find X7 Ultra, что я нашел. Первое, у него с ориентацией, вот это горизонтальная, вертикальная, у меня иногда глюки. И второе, то, что он в чехле еще более скользкий, чем iPhone 15 Pro Max без чехла. Так что, если планируете его носить, наверное, в чехле в штатном не советую. Либо лучше сразу приобретать. Вот позади меня здание, вы видите, как снимает он. В целом, за глаза и за уши, мне кажется, примеров по видеосъемке. Правда? И еще раз 4К, ультраширик. Смотрим, как меняются цвета. Телевик, X3, X6. И X5, точнее X6, сравниваем телевик. Конечно, и тот, и другой смартфон снимают классно. Опять же, на экране мне больше нравится iPhone. Но это вполне возможно, потому что есть такое ощущение, что сбросил чуть-чуть яркость Oppo. Но она терпимая, то есть видно все. И еще хочу отметить такой момент, что скругления, конечно, блики дают, и цвет неприятный, вот этот по краям фиолетовый, и отражение, но каждому свое. Я знаю, что кому-то это дело нравится. Разумеется, на фронталку не переключиться, в отличие от тех же Samsung, ни в iPhone, ни в Oppo. Не пишите мне про стоковые программы, точнее про спецпрограммы. Я понимаю, что можно все это дело расшарить, но это как с удалением китайщины через OTG, да? И с AOD химичить. И вообще, вы же для этого покупаете смарт в качестве засовки, чтобы потом все химичить. С другой стороны, и на яблоке тоже боль. Беги, успевай сбербанковскую программу, да, скачать, чтобы потом ей пользоваться, потому что старая работать не будет. 4К 60 FPS, и вот здесь у нас ловил уже частоту, не нравится не яблоко, а Poco X7 Ultra. Мерцание. И я бы хотел сказать, что сенсору яблока нужно больше света для того, чтобы показывать лучше картинку. Но что-то как-то где-то кто-то не туда свернул, по-моему, нет? Где вам больше нравится картинка? На яблоке или на Oppo? Еще разок протер, но как-то ничего не поменялось. Ультраширик. Даже на ультраширик посмотрите качество. Теперь X5 и X6. Ну, опять же, что на телевик X6 они повесили, какой сенсор, вы и так знаете, экономиста. Так, кружочки с видео. Ну, смотрите, если плавно вести,
к источникам света. Да, не определяет лампу ока. И ну, ультраширик однозначно проигрыш по основному модулю. Это то, что я вижу. Шумы у яблока, но информации по мне больше, конечно. И телевик X3. Толка от него, когда у тебя такая картинка. Видите? Не вытягивает ничего. И X6 телевик против X5. X5 и X6 телевик. Такая же история. Так интересно, да? Когда в лоб. Но опять же, вполне возможно, вы видите какую-то другую картину. Очень часто так происходит. И еще более часто происходит, что людям кажется, не кажется, а по мнению подписчиков, выигрывают здесь Android устройства. Хотя я бы поспорил. Разумеется, во всех локациях пройдусь. Это был такой эксперимент минимальный. У Oppo включается подсветка, у Яблока нет. Яблоку хватает на фронталку света. 4К 60 FPS, так, все быстро лайки за котиков. Телевик X5, X3, X6 точнее X3, получается Яблоко X5, и вот так вы сможете снимать всякого рода животных. X2, допустим, X1. Скажи мне, выпрашивай мне лайки. Ладно, до этого момента мало кто досмотрит. Так кто досмотрит, уже, скорее всего, проставит. Надеюсь, вы же проставили лайк. Ну что же, наша любимая локация. Нет, я вас не оставлю без нее. 4К 60 FPS. И, разумеется, это лошадь, конь. Конь. Притом, я только сейчас заметил, что он какой-то недоделанный чуть-чуть. Ну ладно, или поломанный. Но это не важно. Главное, что он есть, и главное, что мы обычно на нем проверяем, насколько хорошо один или другой смартфон снимает ночью. Но напоминаю, что, конечно, сенсор по размеру Яблока проигрывает. И в общем, можете меня поправить, конечно. Но по идее, вот сейчас ультраширик 4К 60 FPS. Oppo Find X7 Ultra должен был бы раздраконивать iPhone. Но вот смотрите, допустим, я сейчас вижу отлично на Яблоке все. Но очень часто происходит такая белиберда, что я говорю, что все отлично на экране, у меня все великолепно, а у Android оказывается картинка в итоге лучше. Поэтому я сейчас откажу себе в праве анализировать что-то, а просто скажу, что локация сложная. Мы ее уже проходили с вами много раз с большим количеством смартфонов, только не с такими телевиками. Сейчас телевик, разумеется, X5 против X6 работает. И вот так вы примерно сможете снимать те или иные телевик. Так, ради интереса 4К 30 FPS, хотя вряд ли вы будете на эти смарты в 4К 30 FPS снимать. И совсем чуть-чуть. Основа, ультраширики и два телевика X6. Ну да. По мне Яблоко вообще в шестую проигрывает, но может я не прав. И фронталка 4К 60 FPS, Яблоко против Oppo Find X7 Ultra, ночь, та же самая локация. По большому счету, за глаза и за уши таких примеров, мне кажется, для того, чтобы сделать выводы, кому что надо, Яблоко здесь выглаживает меня. X1 на Oppo и X2 на Oppo. И можно все это кружочком делать.
Ну и начнем анализ фото. То есть по фэншуй, для того, чтобы вас утрированно заманить, я вам должен показать котиков. То есть вот у нас котик, фотографировалось все на ультраширик, на основной модуль, на 2 телевика. Вы видите все справа. В принципе, если смотреть на фотографии таким образом, и тем более рассматривать их на YouTube, вам все покажется волшебным. Правильно? Момент этот запомнили, и теперь переходим к интересному. Ну и вот, так как я завладел через котиков вашим вниманием, я миллиардный раз напоминаю, что намного лучше и намного правильнее использовать исходники, потому что то, что вы увидите на YouTube, вы увидите на YouTube. И можно, смотрите как, яблоко справа, ISO 50, апертура 2.6. Мы сейчас смотрим и рассуждаем. Вау, насколько лучше читабелен шрифт, правда? Насколько больше деталей вот в этом, допустим, мусоре. То есть мусор у нас здесь есть, мусор есть. Небо и земля, правда? А если я вам скажу, что вот эта картинка, она на 90% нарисована. То есть да, мы видим здесь классно черепицу, просто нереально классно. И даже цвета вот эти вот, видите, у различных элементов. Только дело в том, что цвет черепицы, вот у яблока правильный, цвет, как вы понимаете, лодок не выкрученный, не такой, а мультяшный мусор, он вообще мало где встречается. Вот это мусор, это не мусор. И к чему это все? К тому, что когда ты сравниваешь китайца с китайцем, Vivo также рисует, или Nubia, ты можешь говорить, вот детали, еще что-то. Здесь мы говорим о фотографии, которая отражает окружающую действительность, и фотографию, которая имеет большое количество деталей, но отражающую действительность не отражает от слова совсем в плане цветов. Притом, если сравнивать ультраширики, вы посмотрите, до какой степени черная футболка. То есть динамический диапазон здесь, ну, мягко говоря, не очень у Oppo. С другой стороны, ты смотришь на эту картинку, и у тебя ощущение, вау, какое классное, новое, свежее, выкрашенное место, правда? Если брать по деталям, по ультраширику, то здесь, в принципе, тоже, видите, я считаю, что яблоко проигрывает. Если говорить про номера, ладно, вот здесь, правда, номера лучше видны на яблоке. Хотя нет, опять же, лучше видны они на Oppo. Но даже начиная с футболки и заканчивая цветами вот этих вот объектов, кто был на море, видел много раз, как выцветают все эти крыши и все остальное. На ультраширике еще не так критично, а на основном модуле вообще все печально. Ну и сейчас вам будет еще интереснее, потому что здесь тоже ультраширик, ночь, и мне кажется, что другие сравнения, которые лично я видел не вот с этим аппаратом Oppo Find X7 Ultra, а с каким-то другим. Ну и, разумеется, если сравнивать его с какими-то теми же BBK-евскими братьями, особой разницы вы не увидите, прошивки одни и те же, алгоритмы одни и те же, сенсоры, ну ладно, чуть-чуть разные. Сейчас мы смотрим на коня. Это iPhone 15 Pro Max на ультраширик и Oppo Find X7 Ultra. Ничего сложного, и вы думаете, что это стечение обстоятельств. Нет, все это сделано было в автоматическом режиме, и вот это основной модуль. И я не скажу, что у яблока идеально все получилось, но Oppo Find X7 Ultra с автоматическим режимом, видите, ничего не смазано. Вот все у меня, все по фэншую. Берем, опять же, любимого коня. Почему? Потому что здесь самое неприятное освещение. Все в линзы я протирал 50 раз, можете еще видео сравнение увидеть. К сожалению, наверное, для Oppo я ничего не крашу, не меняю фотографии, по большому счету в ручном режиме. Конечно же, я получил бы фотографии намного лучше, но, повторяюсь, если вы заморачиваетесь ручным режимом, ZV-10E, 2 фотоаппарата я от Sony купил, по габаритам они не сильно отличаются от этого Oppo Find X7 Ultra, и вот оно яблоко, и вот оно Oppo. Хотя много сценариев вы сейчас увидите, где Oppo выигрывает по полной программе. Ну вот и портрет на фронталку. Что я могу сказать? Здесь слишком много желтого у Oppo, но в то же время мне больше понравилось, как сделала Oppo. У меня такое, если честно, смутное ощущение, что они мне по-грамотному обрезали волосы. Но пусть это ощущение останется со мной, потому что фотографировал я в моменте. Я, конечно, могу предположить, что все это легло, там был очень большой ветер. Но ладно, даже если допускать это, повторяюсь, что рубашка у меня у яблока правильный цвет, у Oppo как будто она уже конкретно на солнце пострадала. Она не так сильно пострадала. Если говорить про детали, допустим, смотрим на надпись Ray-Ban и... Насколько лучше видно на яблоке, чуть-чуть лучше, по мне.
Но, опять же, если брать по именно фотографии, мне нравится больше Oppo. Почему? Потому что любой китайский смарт, какие бы вы настройки ни выставили, вас чуть-чуть, но сглаживает, делает более здоровый цвет лица, а вот все эти пигментные пятна, неприятные морщины, дырки на лбу, ну кому это надо? Правда, здесь это дело никак не получить, но... Опять же, кому-то больше вот это подойдет. Допустим, в Инстаграм кто фотографии выкладывает. Великолепно, никаких фильтров не надо. А если ты еще и фильтр включишь, то вообще будет волшебно. А вот это фанатам Oppo однозначно понравится. Почему? Потому что здесь я фотографировал несколько раз, и на Oppo более-менее, ладно, картинка супер мыльная, но, опять же, на яблоке она тоже непотребная. По большому счету, на яблоке еще хуже она получилась. При том, что вроде бы ничего не предвещало, никакой беды. Ну, что одного, что второго смартфона какая-то печаль, потому что позади, видите, свет. А если Oppo справился, то яблоко здесь в этом сценарии вообще никак. Вы смотрите, я могу делать анализ фото из разряда вот здесь Crop X2, X3 и Телевик X3, X6 появился. Могу фотографировать людей красиво. А могу сказать вам вот так. Смотрите, недавно у меня был обзор на Poco M6 Pro. И там были фотографии на фронталку. Вот это вот просто селфи на фронталку. И то, что вы видите на YouTube сейчас, поверьте мне, вот эти вот фотографии, они были не хуже в смартфоне за 15 тысяч рублей. Понятно, что если вы будете использовать ручные настройки, если вы будете взрывать себе мозг по поводу того, где фотографироваться, как и все подобное, будет разница. Но по большому счету, учитывая алгоритмы, и если ты правильно подбираешь место, время и свет, в социальных сетях в большинстве и в мессенджерах вот этих фотографий, которые вы сделали сейчас, ну вот я сделал на Oppo Find X7 Ultra, для вас будут выглядеть точно так же, как и на какой-нибудь Poco. К сожалению или к счастью. Ну и финализировать я бы это хотел все дело фотографиями с, получается, горы. Вот сейчас вы видите то, что не получилось, к сожалению, покрасить Oppo Find X7 Ultra никак. То есть мы здесь видим просто бешеное количество шумов, задранное ISO, апертура 2.0 и как-то, в общем, на ультраширик все понятно, как у вас будет. Если говорить про телевик, то работа со светом неплохая, но опять же шумы. То есть тоже ничего космического не получилось здесь. Но вот видите, вроде есть стабилизация у телевика, а вроде ее нет. То есть работа со светом здесь довольно посредственная. Если сравнивать с такими же китайцами, то вполне возможно там все будет в выигрыше. Но вот есть этот телевик, и чего? Ночью, днем, да. Здесь то же самое. Если на какой-то красивый предмет, объект, человека вы будете наводить, конечно, у вас будет красивая фотография, еще и с хорошим освещением. Разумеется, если это будет что-то приятное глазу. Но так будет с любым телефоном, фотоаппаратом. Одни шумы. Вот одни шумы. И в сравнении вы увидите, вы видели много очень в моей телеге подобных фотографий. Я когда фотографировал, мне казалось вау, потому что фотографировал я с упором, с двух рук, единственное не со штатива. А в итоге, видите, получилась какая-то белиберда. Ну и закончить я бы хотел вот таким волшебным снимком. Oppo Find X7 Ultra, апертура 1.8, ISO 50. Просто волшебная фотка. Просто волшебная. Деталей просто море. И какие-то претензии к этому снимку быть не могут вообще никакие. Но если бы я не знал цвета. И я надеюсь, что вам приятно от этого снимка. В ручном режиме все будет волшебно, как и с любым другим смартфоном. Ну, не в 2 раза дешевле, но на 40% это точно. С той же, кстати, Nubia. Ну, у Nubia свои веселые штуки. Мне фотки очень сильно понравились. Максимально крутой камерафон. Но со своими минусами, как вы поняли. Исходники качаем, делаем выводы сами. У меня и не только. Только, пожалуйста, сами. И желательно ищите там, где его сравнивают либо с яблоком, либо с какими-то корейцами. Потому что с S24 Ultra лучше с S23 Ultra. S24 Ultra еще все-таки будут допиливать. Вспоминаем, что были с Самсунгами было всегда с самого начала. И вот потом где-то через месяц они уже догоняют, перегоняют. И алгоритмы у них работают тоже неплохо. Опа, волшебный смарт. Код 4К 60 FPS, лайк за котика. Вот у нас максимально получается фокусная. Вот так, расстояние где-то сантиметров 8 до объекта для фокуса. И 4К 60 FPS, видите, как плита выглядит. С красным они, конечно, переигрались. И вот так сможете снимать, как вы, допустим, варите кофе в гейзерной кофеварке. Подобных обзоров мне достаточно, и в подобных обзорах я обычно так и снимаю,
чтобы у вас было понимание того, как в различных условиях обстановки работает камера. Сейчас, кстати, 4К 60 FPS и HDR 10 бит. Вот так. Так, основной модуль 4К 60 FPS, съемка с двух рук, ночь. Как говорят кинематографы и люди, которые снимают: Саня, старайся снимать. Ну, здесь объективно, да, если человек будет покупать такой смартфон, наверное, он все-таки постарается снимать, потому что стоит стараться. Но на ультраширик перейти нельзя. Сейчас будем смотреть, что происходит, когда мы пытаемся перейти на телевик. Будет ли переход? Я не видел перехода. Вы видели переход? Я что-то не понял. Либо я чего-то не понял, либо лыжи не едут, либо я не то закрывал. Давайте еще раз. Я не вижу перехода на телевик. Вот смотрите, сейчас телевик. С телевика нельзя перейти на основной модуль. Это какая-то лабутень странная. Надо им, наверное, к Samsung идти. Максимум X18 это телевик. По поводу стаба решайте, но по мне, вот я вижу плавную картинку. Насколько плавную картинку видите вы, решать вам. Как далеко стою я, далеко очень. И снимает он, конечно, круто. Ночью 4К 60 FPS. Давайте 30 попробуем. Вот теперь 4К 30 FPS ощущаете, да? Плавность ушла, но качество съемки прямо вау. Здесь, мне чувствую, не особо получится помогать вам сэкономить, потому что, ну, вы даже не представляете, как я далеко и какой смартфон маленький. Надо с собой фотик Z Sony таскать, чтобы с него тоже снимать и скидывать в личную телегу с тех же локаций, чтобы вы могли сравнить. Сейчас, кстати, заряд аккумулятора всего 5%. И наш любимый двойной режим. Ну что же, 4К 60 FPS, и если брать, допустим, Oppo Find, то я снимаю X7 Ultra на штатив, но одновременно я снимаю на штатив также на Poco X6, не Pro версии. И помимо этого еще и буду сейчас снимать в 4К на соневский смарт. Что из этого лучше отработает, решать вам. Разумеется, тот, кто будет работать с Sony конкретно, со смартфоном без штатива, он будет печалиться больше. Но, может быть, я еще буду несколько раз снимать. Подсъем по мне интересный, потому что объект многоцветный. Плюс у нас еще и красная плита. Все знают, как выглядит красная плита, да? И помимо этого момент, в принципе, того, как пойдет кофе. Сейчас я включил ультраширик. Ой, не ультраширик, а телевик на Sony. Он как-то не очень отработал. X2 на Sony, X1. А увеличивать картинку на Poco я не собираюсь. На Oppo тоже. И по освещению здесь слева светит лампа. Специально подсветка такая. И сверху две лампочки с теплым светом. Обычная для освещения, для, в принципе, вытяжки. То есть ничего супер волшебного. По поводу того, насколько хорошо это дело отработает, вот пошли. Пошли. Poco помогу чуть-чуть. Точнее, Oppo. Poco и так снимает. Oppo. Убрал. Немного приподнял. Опустил штатив на Oppo. И Sony все еще работает. То есть в целом все смартфоны, кстати, отлично отработали. Как всегда, мне придется мыть плиту, но это все не критично. Почему? Потому что, опять же, по мне картинки везде неплохие. Ну что же, 4К 60 FPS, съемка с одной руки. Насколько хорошо отрабатывает смарт.
Ох, как классно. Вот выглядит все это классно, потому что я сейчас на Sony снимал. На 1В. И, ну, вообще огниво. Не, прям почти, может, соблазн есть оставить эту штуку. Есть соблазн. Ультраширик. И он тоже с автофокусом. Что, походить с Oppo реально вообще прям как с основным. Прям не как с основным на пару дней. Потому что все равно логично. С симкой хожу. У блогеров не бывает одного смартфона. У них всегда минимум 3, поверьте мне. На что бы мы ни снимали. Что-то мы подснимаем. То есть то, на что мы подснимаем, это обычно не камера. Хотя кто-то и с камерами наперевес ходит, но их очень мало. И Телевик X3. Прям уровень вау. Смотрим. Очуметь. Очуметь. Ну как же классно. Жаль, с телевика на X1 не уйти. И с ультраширика сейчас еще раз проверим. Может быть, все-таки можно будет уйти на X1, на телевик нет. В 4К 60 FPS в топку не хочет, он X4 максимум зум. С телевика X-Zoom максимум X18. Фронталка. И я еще хочу отметить, что мало того, что X18, с телевика тоже не уйти на основной модуль. И 8К здесь нету. Раз 50 за ролик вам скажу. Зато здесь есть, вот до этого было 1080p 30 FPS, 4К 60 FPS. На фронталке Oppo Find X7 Ultra. Добро пожаловать в реальный мир, да? Молодцы, молодцы. 4К 60 FPS, пляж и маленький кружочек. 4К, потом будет 4К 30 FPS. Как говорится, на такие смартфоны примеров мало не бывает. Потому что это камерафон. Единственное, говорю, печально, что не переходит он на ультраширик. И на телевик почему-то не переключается. Телевик 4К 60 FPS, ночь. Разумеется, в 30 FPS будет все приятнее с точки зрения освещения, но печальнее с точки зрения плавности. Это вам не Sony со 120 FPS, да? И не ZTE. Ультраширик 4К 60 FPS. Та же локация ночь. Основной модуль 4К 60 FPS в HDR. И не надо нам 30 FPS включать, правда, как все поменялось. 4К 30 FPS в HDR, основной модуль. Основной модуль 1080p 60 FPS. Фронталка 0.8, 4К 60 FPS. X2. Фронталка 4К 30 FPS. И ультраширик 4К 30 FPS. К 30 FPS. Такая дорожка к ресторану. 4К 60 FPS. Это все еще крестику. И маленький максимум X6. 4К 60 FPS. Крестик Хилтона. Вот так это все будет выглядеть. Не сказать, что очень круто, потому что со светом он бы мог работать получше. Еще немного мяса. 4К 60 FPS. Фудблогинг. Еще чуть-чуть фудблогинга. И смотрите по поводу перевода. Раз, два, три. Автофокус ночью тоже отрабатывает очень даже неплохо. Иксы. Я кайфую с этой камеры. Жаль, нельзя переходить на телевик. Но вот то, что я вижу, ощущение, как будто я снимаю на свою Соньку FX3, только стабилизатор лучше работает, и она компактнее. Хотя есть фриза, но минимум. Ну что же, 4К 60 FPS, съемка в движении на ультраширик. И сейчас вы сможете наблюдать, как меня снесет машина. Ладно, я шучу. Съемка против солнца на телевике смысла не вижу снимать.
Сейчас основной модуль. Телевика здесь 2 у нас на X3, X6. И вот так вы сможете в движении, без особо, кстати, бьющего по линзе солнца, снимать на смартфон. Хорошо, это плохо, решать вам. По мне картинка очень даже достойная. Но опять же, если смотреть по циферкам, то, конечно, у Nubia Z60 Ultra немного все интереснее с той точки зрения, что у них есть 4К 120 FPS, а здесь у нас 4К 120 FPS нет. Зато есть 2 телевика. Еще и перископных, да? X3, X6. Движение ты это не особо используешь, ну давайте, ладно. Если уж сходить с ума, то окончательно, да? X3 телевик. Оценивайте, насколько разумно снимать на телевик. И X6 телевик в движении. Я ему не помог, кстати, сейчас. Вот сейчас помог по фокусу, потому что при переключении был расфокус. Мне кажется, это от стабилизатора. Он такой, что ты делаешь вообще? Друг, ты помнишь, для чего телевик нужен? X2, X1. И вот так примерно сможете. И, разумеется, фронталка тоже в движении. Насколько хорошо или плохо решать вам. Шину вроде не пробил, может и пробил. Вот так сможете снимать. Лучше так не делать. X1 можно еще X2 делать, но это бессмысленно. Фронталка в лифте 4К 60 FPS, X1, X2, 0.8, X1. Ну что я могу вам сказать реально, что телефон довольно большой и доставать его не особо удобно. Но когда ты его достанешь, на основной модуль будешь снимать вот так ночью, либо X1, телевик, X3 и телевик X6 ради интереса. Без пальца не работает, не хочет он работать с фокусом. Но ночью фокусироваться не хочет. X3 фокусируется, X1 достаточно быстро. Ультрарасширик отрабатывает хорошо. Так, разумеется, не делаем. Всегда 2 руки на руле. Но если очень хочется, то вот так вы сможете снимать. Минусы. Маленький аккумулятор, для ультраширокого сенсора плохо настроен баланс белого, есть приложения, которые не удалить, ко всему могут быть проблемы с уведомлениями, которые у многих не слетают, как они пишут, после настройки полной, а у других они слетают. Большинство, я думаю, это не продавцы, считают, что они слетают и правильно делают, что так считают, потому что я продавал много смартфонов Oppo разным умельцам, у них у всех при обновах они слетали. Разумеется, здесь никаких нет, плюс еще и Android Auto. По поводу сервисов, которых здесь китайских море, вы очумеете их удалять. Герцовка для приложения в наличии, и это прям круто. Всякие волшебные ластики, нейронки и все остальное, что есть у всех, я не обозреваю. Почему? Потому что, во-первых, все это дело учится, во-вторых, все-таки это альтернатива тому, что есть на компьютере. Но по факту пока это все сырое. Думаю, в следующем году переобучится и будет все очень круто. Хотя, возможно, как с некоторыми интеллектуальными чатами, все будет хуже. Кто GPT-шкой пользуется? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Допустим, поковские смартфоны продолжили распродажу, и все еще Poco X6 Pro торгуется сейчас по 24 тысячи на Алиэкспрессе. Плюс вы можете еще и баллы использовать. Я считаю, что, учитывая курс, это прям волшебные цены, даже если за 26. А там, к сожалению, еще и от аккаунта зависит. Поэтому подписывайтесь, не забудьте подписаться на лайв-канал, где мы прожариваем смартфоны несколько часов. Первое, разумеется, спасибо за то, что досмотрели до этого момента. А если досмотрели, вас интересует, наверное, мое мнение. Это логично, потому что свое мнение вы уже, скорее всего, сформировали по поводу этого девайса. Смотрите еще раз, чего здесь нет. Вроде бы мы имеем флагман, такие вау. Но, для примера, мы берем вот эти два смартфона. Это Сонька и это Nubia Z60 Ultra. И здесь у нас что есть? 4К 120 FPS на основной модуль, не считая 8К. Здесь этого дела нет. Если говорить по поводу всех модулей, но они не идеальны. Основной модуль прям вау. И вот как вам рассказывают во всех этих обзорах по поводу фотографий в X2, все, да, нереально круто, волшебно. Но
Если вы увлекаетесь фотографией, вот это для фотографа будет круче и интереснее. Хотя, с другой стороны, мне очень правильно говорил один из подписчиков на лайв-канале для стримов. Кто-то фотографирует спортсменов, и телевик X6 это для него великолепная штука в плане того, что ему не нужно таскать с собой камеру. Хотя, опять же, по мне, камера это совсем другое качество, но мы не будем спорить. Это реально камерафон, притом нереально крутой. Разумеется, можно наделать супер великолепных снимков на него и рассказать, что он must have. С другой стороны, те снимки, которые вы сделаете на Oppo Find X6 Pro, вряд ли будут хуже. Скажем честно, даже на Oppo Find X5 при правильном подходе они не будут хуже. Не будем о плохом, будем о хорошем. Android Auto здесь отсутствует, это раз. 2. По поводу перегрева на солнце, конкретно мой кейс, я вам рассказал. 3. По поводу того, что нужен чехол, обязательно. Не скользкий. Вот это дело очень скользкое, и я его несколько раз чуть не уронил. По поводу того, что нужен большой карман, без сарказма, для 1,5 сантиметров в толщину, это must have. Возможно, вас будут бесить искажения от вот этого вот закругленного экрана, меня они все еще раздражают. Ну и получается, что ты идешь с собой на компромисс, когда приобретаешь устройство, а вот эти вот искажения и блики, в первую очередь блики, тебя бесят. Фронталка, маленькая дырочка, круто, 4К 60 FPS снимает, круто, что есть и, который есть у гуглов и еще много у кого, но это опять же элемент маркетинга, потому что лучше, чем в фотошопе, вы вряд ли где-то что-то вырежете. Может быть, я не прав, может быть, как-то все это уже по-другому. Круто, что здесь есть защита от влаги. Круто, что если люди заморочатся, они по большому счету могут сделать все с этим смартфоном в плане настройки оповещений. И в целом это просто нереально крутое суперское устройство на уровне компьютера. Просто нужно четко помнить, что определенные минусы в нем присутствуют. И даже если он появится на глобалке, когда он появится в глобалке, нужно помнить о том, что это большая штуковина, которую обязательно нужно попробовать примерить к своей руке. Вполне возможно, вам какой-то другой смартфон, но с выносной оптикой больше подойдет, если вы фотограф. Это я вам намеки делаю. Всем остальным это максимально универсальное и крутое устройство. Идеально ли это устройство? Если бы тач у меня не отрубался, я бы сказал, что на 99%. Так я скажу, что на 95%. Потому что, может быть, в морозилке он великолепно будет работать, но, к сожалению, летом вполне возможно, даже в адекватную погоду, когда ты там не умираешь от жары, это дело может вас подвести уже через полчаса использования, притом не непрерывного. Смогут ли это исправить? Думаю, да. Возможно ли, что это именно у моего экземпляра, как всегда? Ну, разумеется, да. Стоит ли он своих денег? Однозначно стоит. Но только с учетом того, что вы готовы с этим всем мириться. То есть настраивать уведомления, удалять китайщину, при обновлении удалять китайщину. До момента того, когда я его использовал, я думал, мой iPhone 15 Pro Max, на который я снимаю все ролики, весь подсъемный. Но вообще все очень скромно, я вам скажу. Вот. Всем, кто хейтил из Android сферы яблоки, ну вот альтернатива. Лучше ли он по видео, я не скажу. Классно ли он снимает, разумеется, да. Девайсу, повторяюсь, от меня, да, приходите сегодня на прожарку Nubia Z60 Ultra, потом будем жарить Sony, который глючит вообще почти во всех вариантах использования. Помимо этого, разумеется, Asus 8 уже пришел, Oppo Find X7, еще много всего. Добра и удачи вам, дорогие друзья!